Итак, друзья, мы на рецепции компании Partner Construction Group. И уже на рецепции мы видим массу рекомендательных писем от всемирно известных корпораций, которые не только успешно с нами реализовали проекты, но и рекомендуют в дальнейшем нас. За годы существования компании мы реализовали более 200 успешных проектов по офисной недвижимости, которые вошли в топовые позиции как по функциональности, так и по эргономике и по многим другим показателям. Как правило, с вами уже с рецепции встречается наш клиент-менеджер, который в дальнейшем будет сопровождать вас, сделать для вас проект максимально удобным, уютным и безболезненным. Ну что ж, here we go. То есть, попадая к нам, вы садитесь в переговорную с нашими менеджерами, оговариваете все параметры проекта, высказываете все свои пожелания, и они формируются в некое техзадание. Итак, начинается работа над проектом. Как правило, она начинается с профессиональной концепции проекта, с профессионального дизайна, с грамотного проекта. И тут мы попадаем в царство партнер-дизайна. Итак, начинается рабочая фаза проекта. Мы сейчас попали с вами в святая святых. Это интеллектуальный центр строительного отдела. Как вы видите, здесь происходит распределение и планирование всех проектов. То есть ставятся задачи, назначаются ответственные для того, чтобы далее проект прошел успешно и без заминок. Рабочая часть проекта, которую вы не видите, происходит именно здесь. Вы видите настройки только рабочих, либо какие-то материалы, либо рабочие процессы. На самом деле большая часть проекта делается вот здесь. Масса подразделений. Инженера, снабжение, менеджеры, различные подразделения и так далее. Все принимают участие в этой работе, и она очень слажена и скрупулезна, потому что много нюансов, которые нельзя упустить и сделать очень правильно и четко, для того, чтобы вы получили результат вовремя и в нужном качестве, и с тем бюджетом, который мы с вами утвердили. Мы постоянно следим за изучением новейших технологий, за обучением персонала. Вот сейчас мы можем с вами зайти в наш конференц-зал и видите, как происходит очередное обучение, семинар наших специалистов. И это делается на постоянной основе. А давайте заглянем в неформальную зону, посмотрим, что здесь происходит. Мы в кухне, и здесь тоже кипит работа над проектами. Правда, в непринужденной обстановке. Ну что, ребята, как дела? Отлично. Конечно же, мы просто обязаны посетить действующий объект и увидеть, как на самом деле происходит строительный процесс. Сейчас мы находимся на завершающей стадии ремонта офиса крупной IT-компании в бизнес-центре АКАСа города Киева. Здесь мы видим координацию работ проект-менеджера и прораба. Давайте зададим им пару вопросов. Этажах. Мы чисто на отдельных этажах. Добрый день. Как мы в графике? Да, мы сейчас там некоторые моменты уточняем по узлам, по примыканиям, финишный аккорд, будем сдаваться. Вот. Все ли мы у нас До 30 сентября у нас сроки. Технадзор заказчика принял у вас инженерные работы? Супер. Ну, пишем акты. Финиш. Ну вот так, друзья, приблизительно происходит координация на объекте. Вы видите, что все риски заранее предусмотрены в графике. И проект-менеджер с прорабом в таких оперативных планерках координирует все и заранее страхует эти риски, предусматривает возможные форс-мажоры для того, чтобы заказчик не ощутил на себе на финишной стадии, либо вообще, в принципе, в течение проекта какие-то неудобства. Итак, друзья, мы находимся возле бизнес-центра «Эспохол». Это один из самых современных бизнес-центров в плане инженерного оснащения в Украине. Вот. И сейчас нам любезно согласился дать интервью управляющий партнер этого бизнес-центра Сергей Коваленко. Ну что, пойдемте? Не будем скрывать, Олег, мы с вами на этом объекте там первый раз работали, да? Вот, то, конечно, это, наверное, какие-то рекомендации. Вот, рекомендации от тех компаний, которые, может быть, когда-то сталкивались с компаниями, которые берут подряд. Все-таки в свете вышесказанного могли бы вы рекомендовать нашу компанию как подрядчика? Конечно, мог бы рекомендовать вашу компанию как подрядчика, конечно. То есть потенциальным вашим будущим заказчикам. Компания достаточно профессиональная, интересные люди там работают. Очень красивый офис, причем хотел бы обратить внимание, что это уже там собственность. Я был в этом офисе. Вот, приходишь в офис и понимаешь, да, люди умеют делать
красивую картинку, которая внутри. Вот, потому что, попадая к вам в офис, не скрываю, да, у вас действительно есть вот разные уголочки, это разная тема абсолютно. Вплоть от одной двери, которая так сделана очень так пафосно, очень так, как бы богато, дорого, вот, до каких-то простых вещей, которые тоже очень все лаконично с точки зрения и дизайна, с точки зрения и качества выполненных работ. Вот, поэтому, когда приходишь, конечно, к человеку и компанию и видишь, что качественные работы, все красиво, все со вкусом, ничего такого сверх. Знаете, как у архитекторов есть такая пословица, особенно когда архитектора не смог сделать красиво, сделал дорого. Да. Так вот, про вас я бы сказал бы так, что у вас очень все лаконично и очень все красиво. Вот, поэтому, да, я рекомендовал бы без проблем. Нам любезно согласился дать интервью господин Томас. Томас – один из топ-менеджеров представительства Siemens в Украине. Как вы оцениваете взаимодействие и сотрудничество команды Partner Construction? Оправдали они ли ваши ожидания? Ну, краткая характеристика. Да, значит, однозначно сотрудничество с Partner Construction получилось хорошее, продуктивное. Значит, для нас было очень важно, чтобы было у команды понимание, как современный офис по современными стандартами, международными стандартами должен выглядеть, и что мы были уверены, что эта компания может осуществлять наши планы, наши идеи, и в принципе, как мы видим, это в конце концов получилось. Очень важный аспект тоже, что с сотрудниками можно коммуницировать на английском языке, что, конечно, для международного проекта тоже очень важно. Сегодня мы беседуем с генеральным директором представительства международной IT-компании ИТЕРА в Украине Игорем Адзиборовским. Краткое резюме или какой отзыв у вас о нашей компании, что вы можете сказать, будете ли работать в дальнейшем с нами как партнером? Ну, как я сказал, что, во-первых, мы ценим совместную работу, вот, и говорили вам спасибо напрямую, и вы разговаривали с сотрудниками, вот, которые... Есть такое понятие, как success и satisfaction, удовлетворение или успех. Вот в процессе работы удовлетворенность, она то возникают какие-то вопросы, но потом, когда заканчивается проект, наступает фаза, когда успешно был проект или не успешен. Этот офис успешный. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, друзья, мы заканчиваем нашу маленькую экскурсию по офису компании Partner Construction Group. Я надеюсь, вы сделаете правильные выводы из увиденного и при выборе партнера для себя, для реализации своих проектов будете обращать внимание не только на презентации, которые вам высылают в бумажном виде, не только те хвалебные речи, которые о себе рассказывают. Будете обращать внимание на команды, которые реализуют, на бизнес-процессы, как они построены в компании, для того, чтобы свести к минимуму ваши риски или полностью исключить их, как в случае с нами. Как показывает наша практика, существует иллюзия или заблуждение того, что проект – это лишняя трата времени, это лишняя трата денег. Те клиенты, которые реализуют проекты полностью, от концепции до стройки, как правило, экономят до 30% площади своих помещений при грамотной планировке, при грамотной рассадке людей, сделанной профессионалами. Вот. А это до 30% денег на аренду, что в бизнес-центрах А и Б плюс класса это порядка от $15 и выше за метр квадратный. Второе опасение – это то, что у вас очень большая команда, очень много инженеров. Это очень дорого для нас. На самом деле, как показывает та же практика, бюджеты проектов, как правило, могут экономиться до 50% при наличии профессиональной команды, при грамотном управлении проектом, при правильной реализации по намеченным графикам и планам проекта. И вы получаете гарантированно всегда свой проект вовремя и в нужных параметрах. Помните золотые слова Уоррена Баффета. Риск приходит от незнания того, что ты делаешь. Я желаю вам успеха, я желаю развития вашего бизнеса. Я желаю вам сделать всегда правильный выбор и работать с профессионалами. Никогда не жалейте на правильные и достойные решения инвестиций. Они всегда вам окупятся. Помните золотую пословицу англичан. Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Успехов вам!